обзоры, а еще иногда долгие стримы, например, как этот. И в этот стрим мы стандартно с вами сделаем что? Мы разыграем два гаджета. Гаджет номер раз это Air 2, гаджет номер два, наушники, гаджет номер два это будут у нас Mi Band 4. Mi Band 4 у меня разыгрывается раз в 2 недели. Сегодня у нас такой полуэкспериментальный стрим, потому что я великолепным образом купил новую камеру, купил новый микрофон и надеюсь, вы меня слышите. Если вы меня не слышите, напишите, пожалуйста. Понятно, что стрим я обрезать не буду, удалять не буду, как всегда, все стримы на канале. Тема основная у стрима это 10 новых ремешков у меня на Amazfit Bip, даже чуть-чуть больше, которые подходят к Amazfit Health, Amazfit Bip Lite и, конечно же, они подходят к Amazfit GTS, самое главное. Отлично, я очень рад, что мы друг друга слышим, поэтому спокойно мы сейчас в течение первого часа пообщаемся до 8 часов вечера. После 8 часов вечера мы ровно в 8 разыграем Xiaomi Air 2. Все условия в описании к видео по тому, каким образом можно эти наушники получить, они, как вы видите, запакованные. Краткий экскурс не буду проводить, 8 часов расскажу особенности этих ушей, мне они очень сильно понравились. Отодвигать камеру некуда, поэтому вот так пока. И к чему это все? К тому, что еще раз всем привет, тем более тем, кто будет смотреть стрим в записи. Надеюсь, вам будет более приятно это делать, чем раньше. Надеюсь, качество картинки лучше и качество звука тоже. По поводу ремешков. Ремешков на Алиэкспрессе продается просто очень много. Я бы даже сказал безумно много. И проблема этих ремешков только одна. Они, я бы сказал, даже слишком дешевые. Почему слишком? Потому что когда вы заказываете себе вот подобный ремешок, платите за него $5, вы думаете, что вам придет что-то вот наподобие, точнее 3-5 долларов, наподобие вот этого ремешка. Этот ремешок у меня оригинальный с официального сайта Amazfit, и стоит он в рублях, по-моему, рублей 800, по скидкам рублей 600, может быть 11 будет рублей 500 стоить. Вот. Что бы я еще хотел сказать по поводу ремешков. То есть круче, чем вот этот ремешок, я не встречал, понятно. И по тому, каким образом он тянется, и по тому, каким образом на него реагирует кожа. То есть рука абсолютно не устает в этом деле. Для примера, что с моей рукой произошло после того, как я поносил очень классный, в скобках, ремешок от какого-то китайского бренда. Вот почему я не люблю подобные штуки обозревать. Об этом я обязательно скажу в будущем обзоре. Вот такая вот штуковина у меня появилась. Абсолютно неприятная для видеокамеры. Надеюсь, вам видно. Буквально сутки проходил, не заметил. Хотя и не подвержен никакого рода раздражениям. То есть, когда мы покупаем на Алиэкспрессе подобные ремешки, всегда помним, что вполне возможно у нас начнется какая-нибудь веселая аллергия. Вот. 64 человека, уже 70. Потихонечку люди подтягиваются в 7 часов вечера, как и обещали. К чему это все? К тому, что запомнили, что 11 оранжевый ремешок, вот этот, это не штатный ремешок Amazfit GTS, а купленный на официальном сайте Amazfit. Такие, по-моему, расцветок штук 7 у них есть, и таких ремешков, и они очень удобны, очень рекомендую. Кому интересно будет, в описании к стриму я обязательно потом добавлю ссылки на большинство ремешков, на это точно, на те, что я рекомендую, чтобы у вас кожа не начала сползать. Повесим пока для примера часики сюда и начнем. Начнем мы с чего? С того, что Amazfit Bip, GTS, Bip Lite и Amazfit Health имеют одинаковый размер ремешков и одинаковые быстросъемные крепления. Вот. Так как у нас одинаковые быстросъемные крепления, соответственно, мы можем покупать одинаковые ремешки. Одинаковые ремешки можно покупать в просто бешеном количестве магазинов. И так как Amazfit Bip, собственно, герой всегда всех обзоров начинающих блогеров, что произошло с прошлым стримом? Он был просто тест камеры. Будет ли она работать, будет ли работать микрофон. Надеюсь, микрофон работает, надеюсь, камера работает. Еще пообщаемся. Давайте я чуть-чуть все-таки экскурс в историю совершу. Так вот, основной экскурс в том, что в течение 2 лет на Алиэкспрессе уже клепают ремешки этого размера с этим фиксатором конкретно под Amazfit Bip. То есть, когда вышел Amazfit GTS,
выбор у вас уже просто безумный. За 2 года их наклепали очень много, безумное количество моделей. Мне лично больше всего нравится, конечно же, это оригинальные ремешки, которые идут вместе с часами. То есть, допустим, мне очень понравился Amazfit Health ремешок штатный, вот с этим, с бороздкой мелкой. Ну, не знаю, почему-то удобно его носить. Нет, еще не был розыгрыш, 8 часов вечера будет. И, конечно же, всем нравятся ремешки а-ля Apple Watch, вот такие. Я, получается, купил 4 вида таких ремешков. И одни металлические, одна миланская эта петля, правильно я понимаю. И вот такой тканевый. Тканевый, в принципе, лучше всех выглядит. Такой тканевый и такой тканевый. Лучше всего выглядит. На какую камеру снимаешь? Снимаю на Logitech 922 на данный момент. Надеюсь, что качество более-менее. Пишем, как качество. Обзоры. Спасибо большое за обзоры. Обзоры я делаю на просто Huawei P20 Pro, потом iPhone 7 Plus и Redmi Note 7. Ну, еще Note 8 Pro, но как-то он не очень хорошо снимает. Но вот снимаю и на него тоже. Давайте, наверное, на бипах все-таки буду показывать основные ремешки. Потихонечку по ним пройдемся. Возможно, все-таки придут на стрим люди, которым интересно, как это дело выглядит на руке. У меня и Мио, и звонилка. Качество разговор записывается. Давайте буду отвечать параллельно с тем, как пытаться надевать ремешки на часы. Вот. А вот это очень... вот смотрите, какая химия. Я ремешки распаковал только чтобы сделать фотографию. Кстати, фотографию сейчас мы добавим к стриму, потому что очень у нас не весело. У стрима нет фотки. А как же без фотографии? Я понятия пока не имею. Так, сейчас 5 секунд. Выберем изображение, чтобы вдруг те, кто у нас еще не пришел, имели понятие, что у нас здесь происходит. Так вот, ремешок, в принципе, надевается стандартно. Мы вставляем так и вставляем вот так. Напишите, у кого какие вопросы конкретно по тому, где покупать ремешки, хотя я думаю, вы все прекрасно знаете. Это как из разряда того, как люди делают обзоры на топ-10 ремешков для Amazfit'ов. Ну, я вот черт его знает. Это, мне кажется, высший пилотаж рассказывать о ремешках. Я, конечно, о кроссовках рассказываю, но ремешки это прям очень круто. Надо посмотреть. Интересно, что они рассказывали, потому что вот что здесь ткань. Что с тканью произойдет? Мне кажется, она превратится в хлам где-то через недели 3. Сколько ремешок стоил? По-моему, бакса 4. Бакса 4 это 250 рублей. В принципе, для 3 недель более чем достаточно, но мы чего-то хотим дольшего. Опять же, вот этот ремешок за 800 рублей. Видите, в какое состояние пришел? Тоже не фонтанное, правильно? Несмотря ни на что. Наверное, можно как-то будет его очистить, но я очень сильно сомневаюсь. Я обратил внимание, что огромное число блогеров снимают обзоры на Panasonic G или GH. Логично, они все снимают... Во-первых, это не блогеры, то есть чаще всего, повторяю, что у меня к вашей радости и моей радости, я думаю, по этой причине вы висите на моем стриме, и мы общаемся. Канал абсолютно домашний, то есть у меня нет оператора, у меня нет копирайтера, все тексты я пишу сам, соответственно, весь видеоряд тоже сам делаю. Оператор из меня не особо фонтанный, но вот что могу, то делаю, и в основном это делаю с телефоном. Вот так выглядят часики, мне прям вообще нравится. Вот нравится. Но я не знаю, что с ними будет, потому что крепится все это дело вот таким образом. Сейчас покажу поближе. Но выглядит классно. Прямо классно. Давайте, наверное, тогда на GTS-ку повесим следующий, да? Panasonic стандарт видеопроизводства. Нет, Алекс, во-первых, почему вы думаете, блогеры пишут, что я делаю обзор на вот эту камеру? Это называется, прямым текстом реклама. То есть, если ты не купил эту камеру, а тебе дали ее для обзоров, то ты должен этому производителю, соответственно, упоминать о том, что ты делаешь это на какую-то там камеру, допустим, Panasonic. Круто, я бы хотел иметь там 100 тысяч и идти купить эту камеру. Сколько она стоит? Мне кажется, что Сатыгу где-то 100 тысяч стоит. Но лучше я куплю телефон за 30, да, и как-нибудь буду вот на данном этапе жизненного развития что-то там запиливать.
Так, вот тут ремешок уже тканевый. Тканевые ремешки, видите, у меня слабость. Какие ремешки от каких производителей? Еще раз, Фантат, это все Алиэкспресс. Мрачный. То есть, если брать миланскую петлю, я, по-моему, у меня есть за 2000 рублей подобное на Нейрдек. Так они стоили 2000 рублей, а эти, по-моему, стоили $5. У меня максимум стоило вот это вот дело $12, вот оригинальное оранжевое $12. А все остальное до $5, вот эти, по-моему, самые дорогие, 5,45 или 7, ну, по-моему, 5. $5 в рублях это 350 рублей предел. Можно узнать, как играют Havit G1. Отлично, если вы сможете их запихать себе в уши. Если не запихаете, как у меня, все будет плохо. Хавиты – это больная тема моего канала. хотя, может быть, я, как всегда, в чем-то не прав. Так, скоро 100 тысяч, да, надеюсь, Тимофей. Это Apple? Нет, это не Apple, это все Amazfit. Amazfit GTS, Amazfit BIP и Amazfit Health. Все они имеют одинаковый размер, так же как BIP Lite, и поэтому под них подходят одинаковые ремешки, выглядят они вот прям так даже дорого в каком-то смысле. И не только на картинке, поверьте мне, они и в жизни выглядят дорого. Конечно, если у вас товарищ какой-нибудь подойдет и будет их рассматривать, да, обычная ткань, хорошо прошита. Вот вам и Китай. Пахнут, чуть-чуть, но не так, что прям как игрушки, которые я проветривал 4 дня. Еще ремешок тканевый, который только что брал, BIP показывал. Дальше. Пожелай мне удачи, первый розыгрыш, в котором я участвую. Кстати, реклама это нормально, пока ты не рекламируешь всякую фигню типа ставок. Ну, по-моему, заставки вообще банят, не считая того, что ты карму портишь. А во-вторых, ну все же относительно. Как мне писал один крупный блогер, который не относится никаким образом к техносфере, он меня пожалел как раз, и после его некоторых советов у меня канал более-менее начал расти. Главное пили обзоры и все. Можно с рекламой, можно без. Но есть у меня возможность без рекламы. Буду делать без рекламы. Я просто не знаю, каким образом делать обзор на те же часы. Я примерно представляю, что вначале там надо поставить какую-нибудь там рекламу игры. Но мне предлагали, мне дадут 3000. Но я потом, пересматривая ролик этот, буду думать о том, что я за 3000 рублей, там, не знаю, 10 тысяч человек смотрела какую-то лабутень. Всему есть своя цена. Я уверен, что у меня будет реклама. Когда-нибудь я вырасту, и мне будут предлагать приличные деньги, за которые я потом буду покупать крутые аппараты и иметь возможность их критиковать как раз на YouTube. На YouTube хорошо критиковать. Это основное. Почему? Потому что любой девайс, который вы не возьмете, хорошее найти очень легко про него. А вот плохое нет. Это как мне написали, почему я рассказывал про телефончик от Xiaomi, маленький, красненький QN2. Сейчас я его, может быть, вам покажу. Кому интересно, кто не смотрел. Рекламу мотают, не переживай. Дмитрий, да я не переживаю. Я говорю, что я просто не хочу заморачиваться. Мне важнее SEO и подписчики на данный момент. Вот, как бы, я не делаю из себя героя. То есть мне интересно, чтобы вы ставили лайки. Кстати, вас 131 человек и всего 2 лайка. Не могли бы вы проставить лайки, если вам не сложно? Вот. К тому, что мне важнее на данный момент расширить аудиторию, а чтобы ее расширить, мне кажется, что реклама это не самый лучший вариант. И плюс еще с рекламщиками, видите, нужно договариваться. Вот. А когда ты договариваешься с рекламщиками, все это очень мучительно, долго. Если кратко, для этого нужен отдельный человек, тот, который там на комментарии отвечает, то, что делаю я на канале. А у меня реально просто психов не хватает на все эти рекламы. Вот, допустим, у меня была, помните, реклама одной из программ, которая помогает отслеживать цены. Они мне так и пишут, наверное, раз в неделю, наверное, что давай, чувак, еще кооперироваться. А я пока не понимаю, куда мне их запихать. Потому что и так обзоры какие-то длинные получаются. Видите, последний топ наушников был вообще на 10 минут. Вот. То есть, значит, тут сделать 11, наверное, так. На Стратосы другие ремешки у самого Бипа. Да, по-моему, сейчас 5 секунд достану Стратосы. Все у меня, как всегда, под рукой. Во всяком случае, да, там пошире они. Там на сколько миллиметров, даже не помню. Вот Бипы, кстати. Вот это Bip Lite. Видите, как хорошо, когда все под рукой, когда максимально все по-домашнему. Так, на Verge больше. На Verge больше. На Стратосы, по-моему, тоже. Единственное, на GTS сейчас посмотрим. Мне самому интересно. Опа! Даже на Amazfit GTS подойдут.
То есть не только на GTR, но и на GTS эти стандартные ремешки подходят. MSFit молодцы, что можно сказать. Да? Вот, все-таки по поводу стратосов. Берем стратосы, на которых у меня, как вы видите, не штатный ремешок, а ремешок Amazfit пейсов. И пробуем. Нет, не-не-не. У стратосов ремешок больше по размеру. Эти 18 мм, значит, эти 20. Розыгрыш, да, в 20:00. Все-таки давайте я порассказываю, пока я закрепляю ремешки и открываю их. По поводу всяких штуковин из разряда где реклама, как реклама, что реклама. Для этого на каналах есть специальный человек, который занимается рекламой и продвигает, соответственно, канал параллельно еще. Это как? Это вот, допустим, я рассказал вам о каком-нибудь девайсе, и потом на официальном сайте этого девайса есть мой обзор, допустим, так. Но это все очень длительно, они плюс требуют, чтобы я их посылал, эти обзоры, и согласовывал, а у меня времени на это нет, в первую очередь и во вторую. То есть я делаю обзор, вы видите, что практически в 3 дня стабильно 2 обзора есть. Стараюсь, во всяком случае, так делать. Для этого нужно много времени, об этом нужно думать и еще с кем-то о чем-то договариваться, но это для меня перебор. Так, вот такие две маленьких железячки здесь должны быть для крепления. Сейчас я их буду искать. И что-то мне подсказывает, что они где-то валяются не здесь. Так, может быть, это вот они. Во всяком случае, мы можем эти использовать, а потом их, если что, вставим в тот металлический, правильно? Вот. Так, лучше делай честный обзор. Миха, так нет, честный обзор будет и так честным. Тут вопрос в том, что можно рекламировать, допустим, те же игрушки. Почему? Трафик есть, то есть не все подписка, в принципе, мне дает от трафика, наверное, 10% от канала. Если вам интересно, почти 2 миллиона человек в месяц ролики мои смотрят. И только 200 тысяч просмотров — это подписчики. Как бы так. Это вот вы активные сидите здесь, из 131 человека, наверное, ну я не знаю, человек 30 точно активных, за что я, в общем, очень благодарен, особенно Диане, особенно Алексу, Сане. Вот, не могли бы, что я еще хотел сказать, полезного такого, сказать, хорошо меня слышно или нет, хорошо меня видно или нет, и не забываем прожать лайк, пока у нас их 91, хотя народа 134. Какая длина ремешков? А мы сейчас проверим. Сложности никакой нет, стрим у нас такой супер домашний сегодня, потому что никакой какой-то супер хайповой темы нет. Как только она появится, стримы будут более такие динамичные, как прошлые. А на данном этапе жизненного развития все так лайтово можно делать, правильно? По поводу ремешков я согласен, что я встречал несколько человек, которые стратосы покупают исключительно из-за красоты, по этой причине, что им спорт не нужен. И, соответственно, они довольно крупные, то есть люди там по 100 с лишним килограмм. И даже для стратосов у них ширина руки гигей 19 получается, 19 сантиметров в диаметре — это немного, если честно. Прям совсем немного, но мне кажется, его как-то можно расширить. Это 19 сантиметров, этот, допустим, ремешок, сейчас мы увидим. Так, ну 19 сантиметров железка, и плюс еще идет сам бип, поэтому более-менее, мне так кажется. GTS слева, да, GTS сейчас лежит 24 сантиметра вот с этим ремешком. Потом еще позамеряем другие ремешки, пока мы все равно висим. Розыгрыш будет в 8 часов вечера, спокойненько. Мы сейчас тестируем как раз программку, через которую я провожу стрим. Заодно камеру Logitech 922, которую я все-таки настроил по прошествии почти месяца, как вы помните, моих мучений. Я надеюсь, что более-менее качество сейчас стрима вас устраивает больше. Подлагивает. Ну, в этом точно не вина камеры и не вина... Чья вина тогда? Сейчас посмотрим. Отключу все Wi-Fi устройства. И я думаю, что все наладится.
Вот. Перестала лагать, смотрю почти все видео. Лонцик, я очень тебе благодарен, ты один из моих постоянных подписчиков. Кстати, не забываем, я скоро выгружу ролик, зачем становиться моим спонсором канала. Как только 10 человек будет спонсоров, TISA iX4, ой, точнее, i4 я уже разыграл, а вот эти разыграю, когда будет 10 спонсоров среди 10 людей. Пока там их 8, то есть еще 2 спонсора добавятся, и Sabat X12 я разыграю совершенно великолепно, и потом буду разыгрывать каждые 10 новых человек по наушникам, думаю, даже, может, чаще, посмотрим. Потому что все равно вот все эти девайсы, что я покупаю, мне девать их вот прямо скажем некуда, так как я живу в маленьком городе, сейчас я в Петербург поеду, и обязательно часть из них продам для того, чтобы купить другие девайсы, но основная часть, конечно же, уйдет, скорее всего, вот в такого рода розыгрыши. Одень на GTS железный ремешок. А давайте, ну хорошо, давайте на GTS. Важно на что именно. Я каждое новое видео смотрел, они полезны. Санек, спасибо большое. Кстати, кнопка спонсорства по ходу закрыта, если не куплен премиум YouTube. Нет, это не так. У вас просто не подключена Google, скорее всего, к Google никакая карточка или не даны какие-то разрешения. Мне там кто-то что-то пытался объяснить и говорю, но я особо в это дело не успеваю просто вдаваться. По какой причине? По той причине, что мне кажется, что либо эта тема зайдет, либо нет. Мне бы она интересна, чтобы зашла, говорю, потому что у меня было, по-моему, 2 уже стрима со спонсорами исключительно, и там чуть-чуть свободнее себя чувствуешь, и можно поболтать на отвлеченные темы. Конкретно, конечно же, меня, как любого другого мужчину, интересует политика и финансы. Вот. Хорошо слышно и видно, только резкость настраивается постоянно автоматически. Но это не от меня зависит, это вот как сейчас камера отрабатывает. Если что-то будет еще лучше, советуйте. ВКонтакте, опять же, по советам подписчиков я 922 взял. Соответственно, если будет что-то еще более эпичное, то купим что-то более эпичное. Так, куда-то делась эта железная штучка. Вот она, вторая. Нет, ремешок вообще. Я сейчас заодно весы достану, мы посмотрим, сколько эта штука будет весить. 141 человек, не забываем прожать лайк, мне будет приятно, вам ничего сложного это не доставит. Тем более ремешки я купил исключительно, потому что меня просили подписчики. Я с этим делом, к этому делу очень спокойно отношусь. То есть я там стратосовский ремешок носил, пока он не порвался, и потом перевесил биповский. Как вы прекрасно заметили. Так, вот, берем ремешок и застегиваем. Соответственно, вот так они выглядят. Вот такой запас к 17 сантиметрам. То есть, если у вас широкая рука, вы совершенно свободно сможете себе его сделать. Каким образом делать эти ремешки? Я думаю, мужики знают, что выдавливается, что вставляется. То есть, и на узкую, и на широкую руку ремешок норм. Что мне с ним сделать? Это единственное, мне сейчас нужно его взвесить. Правильно? Потому что как-то он вообще очень много весит. И если я не найду маленькие весы, я хотя бы использовать буду большие. Большие уже нашел, маленькие пока нет. Кстати, вот этот вот ремешок стоит 2000 рублей. Вот этот. А вот этот 400, по-моему. И разницы, ну, вообще нет. Это так, вам для справки. Даже в фурнитуре. Так, что мы делаем? Мы ищем сейчас весы для того, чтобы определить, сколько с ремешком весит эта штуковина. И в общем, как бы это печально не звучало, будем сейчас кухонными взвешивать. Потому что мне самому стало интересно, я думаю, вам тоже. Да, Stratos 3 будет обзор на них, я никак не могу их купить, вы уж простите. Я уже 2 месяца их пытаюсь купить, но все тщетно. 239 грамм. Вообще, какое счастье. 239 грамм, товарищи. Можно качать руку просто этим ремешком. Я такого еще не видел, прям как браслет. А почему-то здесь сейчас показывает 59. Но это бред. Потому что весит, по ощущениям, очень много. Так, а вы не видите. Так, отлично, весы начали глючить. Все против меня на этом стриме. Сейчас 500 показывает. Все-таки нужно находить маленькие весы для того, чтобы четко сказать, сколько эта штуковина весит.
Я их... Ага, нашел. Нашел, потому что они были спрятаны под пакет, который приготовлен для человека, который выиграет вот эти вот наушники. А какие посоветуешь часы? GTS или BIP? Я посоветую вам 107 грамм ровно. 107 грамм и 0,3. Вот. 107 грамм вместе с, соответственно, с часами. Ну, отлично, мы теперь знаем хотя бы, сколько эта штуковина весит. Напоминаю, что все условия розыгрышей в описании, как всегда. И вот эти вот часики, они тоже в розыгрыше, но я их никак не могу разыграть, потому что 4600, уже 800 лайков набралось буквально за, там, я не знаю, за неделю. А сейчас никак 200 набраться не может. Эти мы уже смотрели. Эти мы уже смотрели. Теперь у нас осталось посмотреть еще трое резиновые. Бери с кукушкой, не ошибешься, да. С барабаном лучше. Дальше. Здравствуйте, что вы думаете о Mi Watch Color? Ничего, пока я не получу девайсы в руки, я не думаю. Я говорю, я когда стану каким-то супер матерым блогером из разряда того, что послушайте, я посмотрел новости и решил вам рассказать. В новостях врут не меньше, чем в самих обзорах, а когда ты в руки не получил девайс, рассуждать о нем. Может быть, когда-нибудь я наберусь жизненного опыта для того, чтобы об этом рассуждать. На данный момент я считаю, что это просто тупой хайп. И особенно маленькие каналы, когда используют, там, не знаю, способ Xiaomi рассказала о наушниках или часах, а я теперь перескажу и получу своих подписчиков. Ну, чуваки, если вы разговариваете на китайском, вопросов нет. Это только уважуха и благодарность. А если вы просто репостите чужие ролики, ну это лажа. Так не делают. Это неправильно. Вот. Это, я считаю, обман подписчиков, а самое главное себя. Ждать ли Amazfit BIP 2? Возможно, если они захотят прям прокачаться, но тогда они не смогут продавать GTS, не смогут продавать Health, не смогут продавать Lite. Вы же понимаете, что все это маркетинг. Они прокачали все дело это бипами, наши потребности с вами, и теперь кусочно эти потребности удовлетворяют. Пашка, здорово. Что я еще хочу рассказать? Хочу рассказать, что вот этот ремешок у нас уже повешен. Давайте тканевый. С тканевым ремешком, кстати, сколько они будут весить, мне самому даже интересно. Интересно, сколько будут весить бипы с тканевым. 5 секунд. 22 грамма. То есть это дело 22 грамма. GTS с этим делом весит 104. В 5 раз больше. И поверьте мне, рука прям чувствует, что вот здесь 20 грамм. У кого есть золотая цепочка в 20 грамм, может понять. А у кого есть в 100, и я сомневаюсь, что у кого-то есть, ничего личного, но это прям совсем люто, то сможет понять, сколько эта штука весит. Не очень удобно, мне кажется, их носить, хотя выглядят довольно красиво. Привет, как тебе Frontier S3? Я считаю, что это неоправданно дорогие вещи, все эти гармины, хотя это вещи хорошие, но нужно четко понимать, что они пиарятся за счет топовых спортсменов, которые получают данные часы просто так. А обычный люд, который платит за них 60 тысяч, ну это прям... Есть Сунта, есть Полары, они хотя бы чуть-чуть додешевле. Давайте на бипах вот этот беленький ремешок посмотрим. Есть ли большая разница у бипов и бипов Lite? А я все хочу выгрузить Deadshot ролик, как только я его выгружу, вы узнаете, но в моем понимании, я каждый стрим это говорю, есть много людей, кто пишет в комментариях, что BIP Lite это круто, не имеет GPS, иметь возможность плавать в бассейне без проблем, хотя я не знаю, зачем плавать с часами, которые не считают грибки. Но вот люди покупают как раз из-за лучшей водозащиты, и им плевать на отсутствие GPS. В моем понимании это какая-то дикость. Отдавать за умные часы, у которых нет датчика GPS, такие деньги, ну, все мы избалованы бипами, наверное. Посмотри посадочную ширину. Сейчас посмотрю. По-моему, 18 миллиметров, процентов так 99, что 18 миллиметров. Куда я дел? Нашел свою рулетку. Кальве рулетка. Притом я Xiaomi заказал даже. Да, 18 миллиметров, как и все прописано. Самое главное, как вы заметили, уже не первый ремешок и великолепно встает, никаких люфта никакого нет между часами и ремешком. И ни одни из этих ремешков не пахнут плохо, сформулирую так. Все тянутся. Ну, давайте даже по агрессивному. Не. Я, конечно, могу постараться при вас
порвать, но я очень не хочу ломать ушки, потому что, может быть, даже буду опять бип разыгрывать. Не один раз уже разыгрывал все-таки. Что скажете о Samsung Galaxy Watch Active? Скажу, что я все эти часы из разряда Samsung и Huawei буду тестировать уже совсем скоро. Я надеюсь, что через месяц, как только у меня будет 100 тысяч подписчиков. Почему? Потому что весь этот негатив, который вам кажется, что я вливаю, как многие пишут, для хайпа, ну, это я сделаю отдельный стрим, когда стану, а я уверен, что рано или поздно, там через лет 5, может быть, стану большим каналом, я покажу вам, что вот эти все хайповые ролики из разряда рассказать что-то плохо о девайсе, люди не подписываются. Почему? Потому что в основном люди смотрят, купили девайс и смотрят про него. И каждый хочет убедиться в том, что он правильно сделал, что он его купил, что он молодец. И когда ты говоришь, что ты чуть-чуть тутунга, потому что этот девайс плохой, а особенно если человек и правда видит, что этот девайс плохой, у него не возникает никакой нежности, любви и понимания по отношению к этому блогеру, а ему хочется никогда не видеть больше этот канал. Поэтому это путь в никуда. Когда ты ругаешься на какую-нибудь мышку, которая никому не нужна, либо какой-нибудь маленький бренд, вопросов нет. А когда ты хейтишь что-то, что покупают десятки тысяч человек, вот, допустим, то же самое у меня было с Ellari. Ellari Nanopods а-ля M9. Ну, в общем, я не думаю, что там неплохо просмотров, но чуть ли не отрицательные подписчики. Вот вам и негатив. То есть я рассказал о том, что наушники полный хлам, но люди посчитали, что я человек, который работает на гондолах. И поэтому никогда ко мне не подпишутся в принципе, потому что они потратили эти 6 тысяч рублей в том же ДНСе, купили этот шлак и ходят, кусают локти. Посмотрели мой обзор и решили, что больше мой канал видеть не хотят. Просто мне в личку очень много людей еще после этого ролика писало. Также, кстати, как по поводу Havitов G1. Это вообще супер негатив. Я там перегнул палку, но все равно, в принципе, эти часики были, эти наушники были хламантином. В первую очередь по той причине, что они они созданы не для большого количества пользователей, а в первую очередь для тех, у кого довольно крупные уши. Я не скажу большие, потому что мне они более-менее заходят, но прям впритык. Но супруге мне вообще они не зашли. Моей. Вот. Дальше. Air 2 еще не разыграл. 8 часов вечера. Не забываем прожать лайк, кто пришел. Нас аж 140 человек. Приятно, что нас так много. Дальше даже больше сотни. И что я хотел бы сказать. Потихонечку смотрим ремешки. Пока ни одного плохого ремешка, вот прям ужасного, я не встретил. Хотя я говорю, я даже сейчас не добавлял ссылки на эти ремешки. Почему? Потому что я планировал вот сейчас потестить их на обзоре и решить, точнее, на стрим-обзоре, и решить, стоит ли вам вообще давать ссылки на эти дела. Мне кажется, пока я ни одного хламантинного ремешка, от которого воняет, не встретил. Напоминаю, что есть игрушки, я сейчас даже их покажу, которые я на обзоре показывал. На одном из обзоров, в конце какого-то обзора, не Xiaomi-шные, а за 500 рублей марвеловские. И воняют они просто безумно. Воняли. Вонь вроде бы прекратилась, но меня до сих пор при каждом взгляде на эти наушники, на эти игрушки чуть-чуть напрягает. Потому что вроде бы я проверил их этой штуковиной для радиации. Нет, я не знаю, где они. С одной стороны проверил их штуковины для радиации. Это Xiaomi-шная игрушка, пусть постоит. Развлекает, может быть, вновь прибывших, кто не является подписчиком моего канала. Так вот, по поводу, кстати, обзоров. Точнее, розыгрышей. Не забывайте, что у вас ваш аккаунт должен быть открыт. Это самое важное, чтобы мы могли посмотреть ваши подписки. И то, что репосты должны быть в соцсетях, где хотя бы 10 человек и точно ваша фотография. Если у вас фотографии нет, вы автоматом выиграть не можете. И Air 2 тоже можете на это дело обижаться, можете писать, что это нечестно, но мне кажется, что это нечестно как раз по отношению к людям, кто помогает каналу тем, что он репостит. Понятно, что, как мне многие писали, зачем тебе репосты, ведь людей не так много. Ну, смотря как, мне вот хочется, допустим. Сегодня мало, завтра много. Дальше расскажи, какой ремешок лучше, не могу смотреть, интернет пропадает, придется посмотреть завтра. С приветом от Крандаганды. Однозначно лучшие ремешки это вот Xiaomi-шные, оригинальные, но сказать, что по ощущениям, особенно по ощущениям резины-пластика, который прилегает к коже. Очень приятный ремешок, но про другие, вот про все эти ремешки ничего плохого сказать не могу. Хотя я напоминаю, что один из таких ремешков сделал вот что с моей рукой за сутки. Ну не из этих, а из
китайские часы, по-моему, Z7 мне говорили купить. Вот я их купил, носил, и первый раз, когда у меня такая аллергическая реакция на какой-то там металл, наверное. Бляха какая-то лютая оказалась. Что у нас еще не надевалось? Это мы надевали. Так, это у нас, кстати, Health, Amazfit Health, кто не в курсе. Смотрел обзор про наушники Redmi AirDots Pro, хотел понять, что они собой представляют. Про первые Pro Lonsec или про вторые? Сообщи мне, и мы с тобой решим, рассказывать мне или не рассказывать. Ну, рассказывать по-любому, а что именно рассказывать? Окей, я тоже руку натер. Тимофей, но все зависит, да, говорю, от того, какие именно ремешки. Бывают ремешки хорошие, бывают ремешки не очень хорошие. Вот, скорее всего, мне попался ремешок, который не очень хороший. Вот этот мне не очень черно-бело-красный понравился. Непонятно, к чему он подойдет. Наверное, вот к GTS подойдет, потому что сами GTS цветастые. А к чему-то другому, допустим, к обычным бипам либо Health нет. Серый с бипами тоже не особо классно выглядит. Что за дракон? Это не дракон, это попугай. Вот. Боевой попугай, Xiaomi-шная игрушка. Мне она нравится, и периодически я использую ее в обзорах, хотя люди просят, чтобы я ее в обзорах не использовал. Гармины буду обозревать? Наверное, буду, но... Эйдин, сами подумайте, смотрите, я не какой-то там супер топовый спортсмен, который придет и... Во-первых, топовые спортсмены никогда не скажут, что гармины плохие, потому что гармины хорошие, они просто очень слишком дорого стоят, мое мнение, вот и все. Я повторяю еще раз, что покупаете нагрудный датчик Polar H7 или H10 и не знаете никакой беды. Вместе с ним можете купить Amazfit Pace, Amazfit Stratos, Amazfit Stratos вот последний, если вам там есть желание на английском языке или на китайском попользоваться девайсом. Любые часы, которые поддерживают нагрудник, и все. И не знаете печали до конца своих дней. В прямом смысле, в спортивных дней это точно. С серым ремешком выглядят однозначно убого, мое мнение. Дальше. До 7К без успора на спорт, не знаю. Я говорю, я вот по поводу смарт-часов, у меня несколько стримов было. Вы поймите, а зачем они вам нужны? До 7000 ничего хорошего вы не купите, вы уж простите меня. Если без всего, они все равно будут на спорт налажены, потому что там точно не будет симки. Если вы купите с сим-картой, вы проклянете тот день, потому что это будет минимальная автономность. У всего, что я не тестировал, была просто нулевая автономность. Это раз. А два, помимо того, что она была нулевой, было еще драматично то, что мне написывал потом народ про особенно вот эти вот часы, которые очень много хвалят. Лемфо а-ля китайские, здесь можно вставить сим-карту, здесь есть микрофон, динамик и вроде бы полный фарш, Android 7. Так вот, несколько человек мне прям в личку написало, что я подлец и их обозревал в принципе, хотя, если вы помните стрим, я ничего хорошего о них не сказал. Но вот это единственная альтернатива, то есть какие-нибудь лемфо покупать и надеяться, что вам конкретно они понравятся, на что бы я не надеялся. Если у вас был более-менее приличный телефон хоть раз в жизни, то никакие вот подобные часы вас не удовлетворят. Про лемфо слышали, отлично, у меня есть и стрим по поводу этих часиков и обзор, соответственно, отдельно на 5 минут. В обзоре я их порекомендовал, потому что из всего дна, что продается на Алиэкспрессе до 10 тысяч рублей с возможностью использовать сим-карту, наверное, это лучший бренд. Потому что лестных отзывов тоже было очень много из разряда людей, наверное, кому нужны эти часы, не знаю зачем. Скорее, ну как зачем, студентам и школьникам, потому что если ты взрослый человек, ты не будешь их покупать. Ну это глупо. Лучше купить нормальный телефон, либо чуть-чуть докинуть и купить хотя бы Redmi Note 7. Функций намного больше. Смотрю тебя, бро, еще до покупки смартов. Спасибо. По твоему мнению, лучше смарт-часы не спорт? Дэн, по моему опыту, люди, которые не занимаются спортом, все равно покупают смарт-часы, которые а-ля под спорт. Почему? Потому что, ну что вам нужно от часов? Вам нужно уведомление, вам нужна красивая картинка, вам, возможно, необходимо читать эти уведомления, возможно, иногда нужна погода, секундомер и все, что вы еще хотите. Что вы реально хотите? Пульсомер, хорошо, чтобы понять, что у вас пульс не 200, если у вас не хватает своей сознательности, примерно представить, какой у вас пульс, то вот, пожалуйста. Можете оценивать количество шагов, которые также делает телефон. Не знаю. Грустно как-то 3 раза спросил в чат, так и не ответил.
Да и миланскую стальную так и не примерил. Дальше больше общения с зрителями стрима через чат. Нет, ну а сейчас меряю, вы уж простите, я прочитал один вопрос. И вот. И пытаюсь вам ответить. Миланскую петлю я сейчас могу надеть, но чтобы ее надеть, что мне нужно сделать? Правильно, найти вот две этих штуковины. Одну штуковину я нашел, притом их у меня должно быть 6. Но как-то я вижу только одну пока. Сейчас я из металлической повытряхиваю. Из металлической нет ничего. Маленькие штуковинки во время стрима, когда ты отвечаешь на вопросы, не особо приятно искать. То есть не то чтобы это хаос и стресс, но как минимум это хаос. Как максимум, конечно, это стресс, но пока ничего не улетело, не вижу, где она. Когда найду, обязательно примерю миланскую петлю. Сейчас попробую откуда-нибудь ее снять. Допустим, нет, с лемфа нет, они большие слишком. На лемфу вот такие вот ремешки, видите? Они больше. Поэтому, хотя, стоп. Ну-ка, может быть получится? Нет. Не получится. У лемфа больше ремешок. Сейчас поищу, чтобы вставить и иметь возможность вам показать миланскую петлю. Когда буду разыгрывать Amazfit GTS? Катя, это самый подлый вопрос, какой может быть во время того, как 146 человек слушают или смотрят стрим, потому что мне кажется, что вам просто лень читать, что есть в описании. Напоминаю всем, что в описании к видео есть великолепный гайд по поводу того, как, когда и где какие обзоры проходят и что разыгрывается при каких условиях. Вы просто смотрите там, читаете совершенно спокойно, я уверен, что все умеют читать, и после того, как вы прочтете, делаете выводы, когда и что мы разыгрываем. Сегодня мы разыгрываем Mi Air 2 наушники, потому что они набрали 3000 лайков, даже уже больше. И потом мы разыгрываем Mi Band 4. Все это я попытаюсь сделать более красочно, чем обычно. Те, кто приходит ко мне на стрим, знают, как это ужасно выглядит, когда я вытаскиваю ноутбук и, образно говоря, с бешеными пешками пытаюсь все настроить. Сейчас я, наверное, постараюсь сделать экран. Сейчас мы посмотрим, каким образом поможет мне эта платная суперская программа. Надеюсь, поможет. Но до этого человеку, которому я обещал миланскую петлю, я покажу, как выглядят GTS. Давайте GTS с миланской петлей. Тем более у нас есть еще 20 минут. В начале стрима я всех предупредил, что у нас розыгрыш будет ровно в 8 часов. Почему 8? Потому что в течение часа, видите, нужно проверить, как себя ведут данные ремешки. На наших стандартных часиках Amazfit GTS, Amazfit Health, Amazfit Bip, Amazfit Bip Lite. Притом Amazfit GTS-Amazfit Run- кто-то называет Amazfit Bip 2. С ними, конечно, все, наверное, выглядит классно, потому что вот сюда можете установить любую себе заставочку цветную, красивую, так же, как и на GTR-ках. И у вас не будет проблем с тем, подходит ли ремешок к экрану. Это с бипами, экранчик маленький, в основном черный, квадрат вокруг, и поэтому не все может выглядеть прилично. 8 по какому часовому поясу? По Москве через 20 минут. Всегда по Москве. Какая нормальная цена для ремешков? Сейчас я официально заявляю от 3 до 11 долларов. 11 долларов это уже оригиналы. То есть это вот этот оранжевый ремешок. Если бы я брал себе один ремешок, я бы 100% брал вот этот ремешок. Конкретно не прям эту расцветку, но оригинальный Amazfitный. Почему? Потому что все очень просто. Либо вы покупаете что-то один раз и надолго, либо вы покупаете какую-то лабутень, и она вас потом третирует. Потому что из силиконовых ремешков, ничего более приличного вы, мне кажется, найти не сможете. Как-то у меня не получается. Сейчас я как-нибудь что-нибудь решу. Будет ли обзор на нагрудный датчик? А что делать обзор? Polar H7 и H10, я их тестил, они просто великолепны. Это ЧК. Что мне о них рассказать? О том, что в одном из них можно плавать или о том, что их нужно смачивать перед использованием? Все их находит. Возможно, сделаю. Это не с хамства с моей стороны, а к тому, что поларовские датчики вы можете просто у меня спросить на стриме, стоит ли покупать, я вам говорю. Стоит, и вы мне либо верите, либо нет. Надеюсь, верите, потому что вещи это достойные, на Алиэкспрессе вы их не купите. Легче всего их купить, конечно, если вы живете где-нибудь в Петербурге-Москве, как я сделал, за 5800 мне супруга, находясь в Петербурге, купила и привезла. Это дешево и сердито, раз. А два, кстати, у меня сегодня 9 лет брака, ровно 20 октября 2010 года у меня было бракосочетание. Вот. Чтобы вы были в курсе, вдруг кто-то из моих подписчиков кому-то интересно. Моя личная жизнь.
Хотя важнее, конечно, да, ремешки на данном этапе нашего стрима. Есть ли смысл покупать GTS? Не знаю, Санек, вот по поводу есть ли смысл покупать что-либо, решать только вам. Почему? Потому что нужен ли вообще этот девайс? Я считаю, что умные часы в принципе не нужны, если вы не бегун. Вот. Для фэшена, ну как бы для красоты, как аксессуар, можно купить обычные часы. Потому что посмотрите на тех же самых топовых, мега топовых, вот так выглядит он. Мега топовых блогеров, вы прекрасно увидите, что они носят что-нибудь обалденное. У меня 17 сантиметров рука, это стандартный ремешок с Алиэкспресса, вот на даже очень узкую руку. Миланская петля выглядит нормально, но опять же возьмите сантиметр, если у вас меньше 17 сантиметров, я бы на вашем месте, конечно, не брал. Ни с бипами, ни с GTS-ами, как заметно, то есть уже меньше, это уже, хотя меня пережимает, но... Я бы не стал брать на подростка миланскую петлю. Вот. Мне нравится GTS норм. Мне кажется, очень мало людей, кому бы они не нравились. С годовщиной всех благ. Спасибо большое, Игорь. Так, по твоему совету купил себе Mi Band 4. Сейчас думаю покупать Hello GT1 Bluetooth наушники. Опять так и последние сравнения с Redmi AirDots. Можешь что-нибудь подарить в Казахстан? Кстати, много зрителей Казахстана. Но если кто-то выиграет, то, конечно же, я отправлю что-то в Казахстан. Я не совсем понимаю такого рода вопросы. Еще раз, если у меня не указано, что розыгрыш идет только в какой-то конкретной стране, а у меня это не указано, я уже, по-моему, куда только не отправлял, значит, все норм. Покупал графические планшеты? Нет, легенда. Если бы я их купил, я, наверное, о них бы рассказал, потому что штука довольно дорогая. Привет, скажи, будет ли обзор на твоем канале на Sabot E12 Ultra? Нет, скорее всего, может быть, будет, но еще раз, чтобы вы понимали, Sabot это не дешево. Если это не дешево, относительно затычек, которые были у меня на обзорах, то я не гонюсь за тем, чтобы о них рассказать. Меня интересует в первую очередь low-cost, то есть что-то лучше и дешевле. Как думаешь, сколько будут стоить Stratos 3 на 11.11? Думаю, дешевле 14 точно стоить не будут. Но опять же, Алексей, это согласно моего жизненного опыта, как человек, который покупал много MSFIT-ов, и они только дорожают всегда. Я не знаю почему, говорю, потому что Pace я, наверное, покупал дешевле 5, а потом бипы как-то был период, когда можно было за 3200 купить, вот купите сейчас их за 3200, а GTS-ки, ну как стоили десятку, так, наверное, ну не знаю... 9500 может купить можно будет. Если фото старое, то норм или нет? Да норм, Deadshot, мне без разницы. Роман, когда будет обзор на Watch Galaxy Active 2? Когда у меня будет 100 тысяч подписчиков, я начну покупать эти часы. Это не значит, что я куплю их сразу 20 штук, но я думаю, с них я и начну. Я, скорее всего, устрою какой-нибудь опрос в группе ВКонтакте, либо в телеге, и мы с вами решим, что мне первое купить из таких топовых вещей. То есть, будь то Samsung или Huawei. Но опять же, если это будет норм часы, если я вот протестю их и конкретно будет норм, я расскажу, что они нормальные. Но постараюсь, как всегда, найти недостатки. В основном недостатки у них в двух вещах заключаются. Они подлагивают, и у них низкая автономность. Это, опять же, мой опыт работы с этими часами. Может быть, что-то поменялось с того момента, как я их юзал, потому что прошивки меняются. Вот. Начинать купить GTR за 8100, я везунчик, наверное, вам очень повезло. Там есть калькулятор, можно ли скачивать приложение? Где есть калькулятор? Привет из Новосиба и вам привет. Suunto или Stratos, параметры примерно равные. Конечно, Suunto, они дешевле. Но если у вас много денег и вы хотите, чтобы... Suunto или Stratos? Да нет, если для спорта серьезного, то Suunto, потому что мне кажется, что в Suunto есть беговые лыжи, а это такой... Учитывая наши северные регионы, вот, допустим, я в северном регионе, это актуально беговые лыжи. Если вы не в северном регионе, на юге, вам, в принципе, все равно. В MSFIT-ах, в принципе, нет функции подсчета беговых активности беговые лыжи, и это плохо. GTS или GTR? А на этот великолепный вопрос есть ответ на канале. У меня есть сравнение, вы можете его посмотреть и решить для себя, что вы больше хотите купить. Не забываем прожать лайк, у вас уже 193 лайка, это очень круто, надеюсь, будет больше. Тем более, вам ничего сложного нажать туда нет. Какие часы посоветуешь с хорошим будильником? Меня не могут разбудить фитнес-браслет Honor Band 3. Никакие, потому что у всех у них вибры, оно примерно одинаковое. Это опять же мое субъективное мнение. Нет людей, которых они будут вот прям 100%. Соответственно, либо вы покупаете себе будильник и все, либо покупаете будильник, либо покупаете какие-нибудь убийцы Lenovo, у которых есть динамик. Но это уже кардинальные меры, вот.
То есть без динамика вибра вас вряд ли поднимет, если что-то не поднимает. Александр, как на Redmi Note 8 Pro проживает? Поживает нормально, я их все еще тестирую, Димыч. Все еще хочу выгрузить ролик о том, что это хламантин, потому что я провел бешеное количество тестов с играми. Но, в общем, это днище. Я не знаю, как такими приятными словами на канале. Понятно, мата нет. На канале, напоминаю, мата нет. Если мат есть, то я вас блокирую, это честно. Негатив весь желательно, если хотите с матом, пишите мне ВКонтакт или Фейсбук, лички все открыты. Буду с радостью с вами дискутировать по вашему поводу на вашем языке. Но, в принципе, вот плохо все. Плохо с ними все. Что скажешь про TicWatch SE? Саша, TicWatch хлам. Мое мнение. Можете посмотреть стрим, можете посмотреть обзор. Некоторые люди со мной не согласны. В комментариях они об этом написывают, что я подлец, они купили часы, они просто волшебные. Другие люди пишут, что часы купили, часы полный хлам, они их ненавидят, и они их уже сдали, и таких ни один и не 10 человек. Посмотрите, никакие комментарии я не удаляю специально, кроме мата. Так, дальше. Юзал MIUI 11, если то да, то как она тебе? Нет, ежик, ни на мою Pro, Redmi Note 8 Pro, ни на Redmi Note 7, она не пришла еще. Что скажешь про Vivo Z5X? По-моему, они очень дорогие. Что-то подписчики медленно идут, тебе рекламы в пабликах не хватает. Миша, а есть такая магия, если вот, допустим, по поводу подписчиков, если они сами не прибавляются, лучше их не разгонять. Почему? Потому что я один. То есть вот что я делаю, вы видите, как я расту в каких-то смыслах. Допустим, не знаю, спокойнее разговариваю на стримах, тише, не так тараторию. Либо, с другой стороны, там обзоры стараюсь делать чуть-чуть более вялыми в моем понимании. То есть на процентов 15-20 я уже там медленнее разговариваю. Потому что если бы, наверное, я смотрел эти обзоры, меня бы раздражала эта скорость. И функция замедления обзоров на видео меня бы тоже не особо радовала. То есть я бы этот канал просто не смотрел. К чему это все? К тому, что я считаю, что количество, в моем случае, подписчиков, оно равноценно качеству контента. Если я буду делать что-то лучше, нас станет больше. Какие беговые кроссовки взять? Орел, есть очень много обзоров на канале, выберите. Я бы взял Mizuno Wave Rider. Любые. Ариф, любые наушники советовать не буду. Есть топ-10 на канале до $20. Я бы с них на вашем месте начал. Присматриваюсь к Realme XT, X2 или Mi 9 Lite. Не скажу. Какие именно Lenovo с динамиком? Не Lenovo, а Lemfa, вот эти Lemfa X10. Но я не советую опять же их. Говорю, купите будильник себе за 500 рублей. А на руке подростка они нормально сидят или нет? Какие именно, Санек? Пишите, что именно сидит нормально или нет. Орел 34 удобнее, хорошо. Mi Band 4 китайской версии стоит брать? Да, Владимир, они у вас, рыбалка, они у вас будут на русском языке, как только вы их наденете. Hello, часы заказал уже, можно ли на Алиэкспрессе заказать уже? Миша, я заказал Blitzwolf, и я заказал Lenovo, у меня лежат уже, точнее не заказал, я их тестировал. Но что я могу сказать, это все хлам. Не знаю, после того, как ты за 4000 поюзаешь бипы и понимаешь, что их купить реально там 11 за 3800, а здесь есть GPS. То есть я к часам отношусь просто. Мне даже автономность по большому счету на 40-45 дней не так важна, как наличие GPS. Да, он может быть там при паркуре, вам не идеально будет показывать, как вы по крышам бегаете. Но в принципе, если вы побежите по прямой ту же двадцатку, он вам покажет эту двадцатку. Вот в чем смысл. К10, КЗ, Е10 будут. Подождите, пока я отвечаю, лучше не пишите комментарии, я их просто не успеваю читать. Так вот, по поводу всех этих умных часов до 3000 рублей. Я о них расскажу, я в конце, может быть, даже скажу, если вам нравится фирма Blitzwolf, я, конечно же, их рекомендую. Или если вам нравится Lenovo, я их рекомендую. Но это все реплики, ничего нового, раз. Два, там никаких каких-то особых функций нет из разряда того, что, опять же, обман с давлением, ненужный кислород в крови и вот эти все функции, которыми вы пользоваться не будете. И либо покупать за 1000 рублей какой-нибудь лабутень М8, либо уже начинать с бипов. Мне кажется, вот ниже, чем бип, за 4000 рублей покупать вообще ничего не стоит. NFC есть вы про что? Нет. Ставим лайки, спасибо. Легенда. Можно на GTS установить GIF-картинку на экран циферблата? Я не знаю легенду на данный момент. Мне кажется, что нет. Вы можете ее, по-моему, и сами сделать, если я не ошибаюсь. Но мне кажется, нет.
Андрей, а мне вибро с бипов для разбудилова выше крыши. Андрей, а я, бывает, через сутки не сплю ночью, и мне они вообще никак. То есть меня они не будет. И мне много людей писали, что ни стратосы, ни верджи, ни бипы их не могут разбудить, и все. А я там в обзорах говорю, что они нормальные. Поэтому я всегда говорю, что если вас что-то не может разбудить, то ничего вас не разбудит. Вам нужно покупать динамик-колонку. Илья, кстати, слышал что-нибудь о часах Blitzwolf наподобие бипов за 20 баксов? Еще раз повторяю, они у меня лежат сейчас, я могу даже их показать, или новые, и бип, я их уже носил. Вот Blitzwolf я уже носил, так же, как и Lenovo, по паре дней, у меня просто руки не дошли о них рассказать, потому что, как вы знаете, я недавно выложил на R2 на обзор, и недавно выложил топ-5 наушников вкладышей, то есть мне что кажется, что лучше сейчас будет заходить, логично я про это и рассказываю. Так, где есть ЭКГ? Солдат. Есть ЭКГ у нас вот в этих Amazfit Health, но оно относительно, и помните, что ЭКГ есть в больнице в первую очередь. Откуда ты? Архангельская область, Российская Федерация. В какие дни идут стримы? Катя, по воскресеньям, всегда по воскресеньям, иногда в середине недели стримы все всегда сохраняю, поэтому не обязательно на них прибегать, хотя мне очень приятно с вами общаться. Если у вас есть вопросы, можете ВКонтакте или Facebook писать. Сделай стрим с донатами или кто донатит, и тому отвечай первым, а чат после проще будет. Нет, вот здесь есть значок доната, вы можете донатить совершенно свободно, отвечать я все равно буду всем. То есть здесь у меня стрим не для доната. Спасибо, что если кто задонатит, но не обязательно. Мне больше спонсоров, 2 человека, чтобы я Сайлабл побыстрее разыграл, и все, давайте 2 выбирайте мне, фанатиков еще, и будем общаться на взрослые темы. Дядик давайте от 30 лет, я все-таки старый, чтобы нам веселее было. Тамбов смотрит и жирный лайк. Спасибо, Тамбов, вот такой вот город крутой. Сергей, спасибо за контент. Юзаю бипы на тренировке часто зависают, что дико раздражает. Когда свайпаю после разблокировки, из-за этого хочу уйти на гармины. Можете уходить на гармины совершенно свободно, можете купить какие-нибудь стратосы для начала. Покажи ближе часы, пожалуйста. Вот, пожалуйста, это Amazfit GTS, на них несколько обзоров, несколько сравнений, несколько стримов. Несколько стримов сравнений, в принципе, всех этих часов GTS-BIP. Есть обзор сравнения Amazfit GTS и Amazfit BIP. Есть обзоры стримы с Health'ом, бипами, и вот, пожалуйста, Health, бипы, Bip Lite и Amazfit GTS. Одинаковая форма у них, практически одинаковые размеры, конечно же, разный вес, но одинаковые ремешки. И ремешки я вам сегодня показывал. Пользы нет, привет, успел на стрим, красава, респект и уважуха. Вам спасибо и вам респект и уважуха, и напишите, кому не лень, кто у меня не первый раз на стриме, лучше ли картинка и лучше ли звук. Если лучше, то я буду рад, хотя бы на этой камере на какое-то время я остановлюсь, не буду ничего нового заказывать. Привет, что скажешь про эти наушники Anime Buds Capsule Pro? Скажу, Руслан, что мне многие написали, что Capsule Pro имеет много брака. Еще раз, я тестировал обычные Anime Buds Capsule, поэтому могу рассказывать только о них. И никогда ничего не покупайте с приставкой Pro, если вы не видели никогда это ни у кого в обзоре. Мой вам совет, потому что мой жизненный опыт подсказывает, что обычно продавец делает хорошо что-то максимум 2-3 товара. Вот как у Blitzwolf, Фея 4 топ, а остальное, я бы сказал, эти OEM-ки не топ вообще. Но это мое мнение. У меня бипы не лагают 2 года, Орел. Видите, как вам повезло? Звук хорош, отлично. Если что, это Blue. На это я записываю ролики. Картинка отличная, очень рад. Лучше не намного. Ну, хорошо, Алекс, хотя бы лучше. Привет, Украина, с тобой. А чем бипы от бипа Lite отличаются? Еще раз, в бипах есть GPS, в бип Lite нет. В бипах хуже защита от воды, в бип Lite лучше. Точка, цена примерно одинаковая, бип Lite стоит чуть-чуть дешевле. Майдер, да, я был в Туве, был в Калининграде, был в очень большом количестве стран и городов. И мне нравится путешествовать. Да-да, я уже выше написал, что фон мне не нравится, он более спокойный. Спасибо. Твои обзоры очень приятные, ежик. Когда смотрю твои видео, то если не посмотреть, сколько у тебя подписчиков, то кажется, что у тебя подписчиков 500 тысяч или миллион. У тебя какой-то до болезни знакомый голос. Ежик, я вам скажу так, что когда люди меня видят, они почему-то всегда думают, что мы знакомы, а когда люди меня слышат, думают, что мы знакомы в раз 30 сильнее. Вот, то есть со мной довольно часто здороваются люди, которых я не знаю. Скорее всего, по той причине, что внешность такая стандартная. Гоу розыгрыш, пожалуйста. Нет, еще 5 минут. Привет, в Саратове бывал? Нет, в Саратове не был, но хотел бы, Александр. Даже название красивое у города. Я не выбираю, если честно, Александр, города. Вот как повезет, туда и попадаю.
Так, спасибо за обзоры. Вам спасибо, Алексей, что смотрите. Не забываем прожать лайк, кто здесь первый раз. Может быть, вам нравится такой формат, когда можно пообщаться с обзорщиком. Вот, пожалуйста, вот и он в режиме реального времени, когда нас много. Рассказать что-нибудь про Mi Band 4, Владимир, я не могу, потому что у меня слишком много обзоров по поводу этого, и все люди, кто являются моими постоянными подписчиками, все их видели. Бывал ли в Беларуси? Нет, Deadshot не бывал. Мне говорят, что там очень красиво, и в некоторых местах прям вот такой порядок, как при Союзах, либо как в Европе. Ариф, спасибо за обзоры, вам спасибо за то, что смотрите. Александр, картинка и звук норм, но лучше побольше сделай картинку. Никак, потому что у меня сейчас такой вот фон ограниченный специально для того, чтобы вы могли иметь возможность там при желании сказать, что «О, Health, покажи», я показываю вблизи. Вот. В следующий раз обязательно. Ссылку на оригинальные ремешки GTR. И GTS, и GTR я обязательно вам скину. Кому лень ждать, напишите ВКонтакте, я вам отвечу. В города теперь играем. Нет, Алекс, в города не играем. Redmi Note 7 или 8? Владимир, я думаю, 8, хотя они сильно не отличаются. Лучше Redmi Note 7 Pro, наверное. Как тебе Nintendo Switch Lite хотел купить? Думаю, нет. Думаю, дорого игры и, в общем, нет. Я не знаю, может быть, я буду когда-нибудь рассматривать приставки для того, чтобы потестить их, но мне не интересно. На руке подростка GTS норма. Да, более чем и GTS, и BIP. Все они одинакового форм-фактора. Вот еще раз показываю вам размеры. Это Health. Ну, чуть-чуть они выше GTS-ки. И вот обычные BIP. Ну, вот меньше BIP уже, наверное, просто адекватных часов нет. Эти тоже чуть-чуть больше. По ширине примерно одинаковые. Точнее, по толщине. В ширину тоже примерно одинаковые. Ну, чуть-чуть шире GTS-ка. То есть незначительно. Визуально это точно. Дальше. Поймал на слове, ждем стрим с лицом. А когда это вы меня ловили на слове, Тимофей? Но ничего. Стрим с лицом, еще раз, у меня будет для спонсоров. Не буду я при широкой публике своим фейсом светить пока. Как тебе Xiaomi Mi 9T? Стоит ли брать или не стоит, или стоит брать другую модель из линейки? Алексей, я к Xiaomi так отношусь. Я хотя откровенно их не хейтю, потому что все-таки это основное мое направление, но телефоны у них довольно похожие. Redmi Note 8 Pro я одно понял из всех тестов, что у меня были. Там у меня была 9, вы видели, 7, у меня... Притом чистые. У меня были Redmi Note 8 Pro с 8 гигами. У каждого свои особенности. И все почему-то, в моем понимании, они сильно греются. По сравнению с тем же вот полуразбитым и убитым, я сейчас покажу. Вот с чем я хожу. Вот с чем я хожу. И я этим безумно рад. Это Amazfit. Ой, точнее, это Huawei P20 Pro. Я все еще им снимаю в основном. И никакой Xiaomi-шный гаджет мне его не заменил. Вот такая вот печаль. Никакие телефоны, ни 9, ни ничего подобного, даже близко рядом не лежали. Вот так. Польза, осталась 1 минута. Окей, держи интригу до края. Бери OnePlus 7, упала цена топ, не греться, игры летают. Аркадий, но мне ж в основном камера нужна, точно? Привет от Stratos 3, есть какая-нибудь инфа? Да, что я жду, и 30 числа обещали их продавать, вроде бы продали человеку, который мне покупает их в Китае. Кстати, еще раз, он про себя редко вспоминает, и я про него резко вспоминаю. Если кому-то нужен какой-то эксклюзив из Китая, есть товарищ, который мне их посылает, эти девайсы. Может быть, в каких-то местах чуть-чуть приходится где-то переплатить, а где-то дешевле значительно. И поэтому, если это специфические девайсы, можете написать мне, я дам его координаты. И сейчас я уже после 3 месяцев, да, наверное, полугода работы с ним, могу официально сказать, чувак вообще не кидает, чувак мировой. Кому интересно, пишите. Так, дальше. Давай розыгрыш, моя любимая польза. Окей, сейчас, подождите, только еще раз напоминаю, что я программой пользуюсь первый раз. И я добавляю видео. Так, Logic Capture, USB, т. Мне кажется, вот это будет и захват картинки. Смотрим. Пока ничего не получается. Ага. Секунду. Давайте сразу один раз разберемся, и потом следующие все стримы будет намного приятнее смотреть, правильно? Delete. Давайте попробуем еще раз, добавим источник из видео. Login, GTS, веб-камера, SplitCam. Давайте SplitCam добавим. Вот, отлично. Вот здесь мы сейчас разместим.
тогда у SplitCam в одну штучку. Добавим сюда. Нет, у меня не получается. Скорее всего, мне придется самым печальным образом добавить сюда еще 15 секунд. Так, добавить источник, захват игры, скриншот, монитор. Ага, есть. Есть контакт. Все-таки у нас получилось, и сейчас, я думаю, мы поменяем чуть-чуть формат, что вот здесь у нас будет картинка в картинке такая, да? Дальше 5 секунд. Вот так мы делаем. Так увеличиваем. И смотрим. Отлично. Каким образом мы сейчас будем выбирать победителя? Все видят? Сейчас 15 секунд. Чтобы я видел, что вы видите или нет. Видите, друзья? Да нет, не спалил бы, потому что камеры все закрыты. Кроме блогерства, чем в жизни занимаетесь? Я инженер радиоэлектронных средств. Так, вы сейчас все видите, правильно я понимаю? Пишем. Да, отлично. Вот сейчас у меня довольно просто выбран ролик. Соответственно, я скопирован в LionZar ссылку, и мы сейчас увидим, кто у нас победил. Напоминаю, что нужно быть подписанными на канал, конечно же, и, конечно же, у вас должен быть открыт там контакт Facebook или то, чем вы репостили. Плюс, конечно же, вы должны быть подписаны на канал. Повторение. Что там? Кто просил лицо Александра, был момент. Да нет, не было. Почему? Константин, вы можете посмотреть у меня ВКонтакте мое лицо. Facebook, контакт. Ничего печально полезного, либо не печально полезного нет. Так, Павел Куликов. Мне кажется, что вы у нас победили. Но нет. Вот магия в чем. Вот у Павла Куликова, все, кто на стриме, тоже посмотрите, человек мог выиграть, но у него закрыты подписки. То есть я подписки проверить не могу. Так как я подписки проверить не могу, мы ищем следующего клиента. Так, если наушники ставят на зарядку в течение дня по 15 минут, к сожалению, список подписок у этого человека тоже скрыт. Nice, список подписок скрыт. Подписка оформлена, но нету репоста. Видите, как все печально? Подписка оформлена, может, топчик проводных ушей. Видите, как несложно же было добавить? Список закрыт. Вы теперь ощущаете, что намного проще победить, чем не победить? Посидите чуть-чуть еще минутку, я думаю, что кто-нибудь нам все-таки попадется. Все еще список закрыт. Вот. И будем надеяться, что у нас, видите, подписка оформлена. Что на стене Вани все есть. Ваня, поздравляю вас. 5 секунд я напишу. Уши на пользе нет. Все, теперь этот человек со мной, надеюсь, свяжется, и все у нас будет хорошо. Так, что мы дальше делаем? Мы дальше с вами вот это дело не удаляем. Мы пока оставляем его, но на данном этапе жизненного развития мне нужно понять, как с вами пообщаться. Вот сейчас пообщаемся. Все видели? Так, ох и Ваня, за ним не успеешь. Да, Ваня молодец. Так. Какими-то VS-ушами сейчас пользуешься. Давайте Mi Band 4 мы сейчас разыграем. Еще Mi Band 4 у нас в розыгрыше, потому что 15 число уже прошло, как вы помните. И каждые 2 недели Mi Band 4 у меня в розыгрыше. Mi Band 4 у меня дома нет. Я их заказываю, покупаю на тот адрес, который вы мне даете. Напоминаю об этом. Сейчас 5 секунд я немного
Обновлю страницу. Не забываем прожать лайки. 238 лайков. Это круто. Может быть, догоним до 250. Где проверка подписки? Проверки подписки не понадобилось, потому что у человека в Lionzare даже написано, видите, подписка оформлена. Подписка канала. Та-да! Вот. Дальше. Дальше что нам нужно? Нам сейчас довольно просто необходимо понять, какой ролик у нас выиграл в генераторе. Соответственно, у меня 347 роликов. Здесь включаем 347. 175. Смотрим 175 ролик. И это 10 фактов об умных часиках. Сейчас я их открываю. Здесь мы должны добавить у них Lionzare Giveaway в описании. Видите, 10 тысяч человек даже смотрело. И там первый подписчик фактически у нас в прямом смысле победит. Так, ждем, когда это дело обновится. Вставляем сюда ссылку. Да, вот так уже лучше, правда, нагляднее. Все видят? Halo GT1 Pro, не знаю, я их заказал, ждем. Так, ждем Лукас, Ребя, подписанные, вам прелесть. Мюзик должен миллион Лукасов. Ничего не понял, но окей. Когда будет обзор на что именно? Красава, Ваня. Ваню еще раз поздравили. Ну все готовы. Давайте разыграем Mi Band 4 и на этом розыгрыши сегодня у нас закончится. Здесь у нас достаточно просто подписки. Вот. Никаких лайков, репостов, либо чего-то подобного не надо. Александр Трушников, поздравляю вас, вы победили. Подписка на меня у вас оформлена. Та-да! Потом я напишу ему лично. Чтобы не мучить вас сейчас, думаю, вернемся к стриму для тех, кому интересно. Если кто-то остался из тех, кому интересно, пообщаемся по поводу того, что у меня было. И по поводу эйров, пока новая коробка не ушла, я сейчас расскажу. Видеорегистраторы в пути. Deadshot. Ну почему печаль? Кто-то же победил. Еще раз поздравляю победителей. Что бы я хотел сказать по поводу всех наушников, что у меня появляются на канале. Как вы замечаете, как многие потом пишут мне в комментариях, когда я какой-то негатив пилю на них, что они пишут, что «Чувак, у тебя подделка». Еще раз напоминаю, вы заметили, что я покупаю их в числе первых. То есть у меня был стрим практически одновременно с каналом Миллионником. Точнее не стрим, а обзор на вот эти вот ушки. Их подделок пока просто тупо нет. И то же самое про Redmi AirDots или еще что-то. Я покупаю в числе первых, и за счет этого в первую очередь никаких подделок на девайсы не существует. Единственное, здесь может быть какая-то старая микропрограмма, то есть вам повезет уже с новой прошивкой, какие-то мелкие косяки они устранят, и мои обзоры о девайсе, когда он в сыром виде, они, может быть, в этом смысле не объективны, но они точно на оригиналы. Вот, кратко так. Да, розыгрыш был уже только что все сохраню, сможете посмотреть, кому интересно. Скажи, пожалуйста, Blitzwolf и Halo к фирме Xiaomi относятся? Не, никак. Halo, по-моему, относится. Розыгрыш был. Еще раз привет, Ван Гог был. Дальше. Сколько Air 2 стоит? 3800, по-моему. 3600, может дешевле даже будут во время 11 ноября. Давайте еще минуток 10 посидим, кому интересно, отвечу на вопросы, и в принципе мы можем заканчивать, потому что ремешки официально заявляю все норм. Единственная голландская петля, она не для маленькой руки, меньше 17 сантиметров не советую. Тканевый ремешок, скорее всего, довольно быстро придет в негодность, хотя выглядит он классно. А все резиновые ремешки, ну, хорошо выглядеть будут в первую очередь на GTS-ках, а на Amazfit Bip лучше покупать что-то с нейтральным цветом, точно не красно-белое, потому что красно-белое выглядит максимально странно. Адил, спасибо большое, что так считаете. Как камера? Ну, как видите, вроде бы ничего камера. Покажи Lenovo часы, это гибриды. Да, есть гибриды Lenovo беленькие. Сейчас посмотрю, они здесь у меня лежат или нет.
Нет, не знаю, где ленововские часы, потому что их супруга юзает. Куда-то она их положила. Вот эти еще ушки у меня будут на обзоре скоро. Вообще ушей очень много, я просто стараюсь чередовать. Часы, уши, телефон, там, топы, еще что-нибудь, чтобы вам было более-менее интересно. Саша Попов, я никого не игнорю, я просто читаю, что успеваю. R2 топ за свои деньги или нет? Да, мне кажется, да. Саша Попов, все смарт-часы Xiaomi ничем не отличаются от 4-го Бенга по функционалу. Что за переплата? Это не так, Саша Попов. Все часы у Xiaomi имеют самое главное GPS. Некоторые часы от Xiaomi еще имеют флеш-память, чтобы можно было загрузить на них какую-нибудь музыку и слушать через Bluetooth наушники во время бега. Некоторые часы, такие как Virgin X, на них вообще можно устанавливать программы. По-моему, даже на Stratos и Pace. Так что нельзя говорить, что они одинаковые с Mi Band 4. Денис, камера не очень, но сэляви, посоветуйте какую-нибудь лучше. У меня сейчас Logitech 922. Lenovo E1. Есть ли еще смарт-часы, не гибриды? Да, есть смарт-часы, они у меня тоже на тестировании сейчас. Покажи GTR. Сейчас 5 секунд, если найду, я их доставал, а куда я их дел потом, я не знаю. Вот они. Вот GTR-ки. Такие крупнейшие. Приветы. Попеременно ношу петлю и тканевые ремешки. Ну, значит, вам это нравится. Сверху надпись «Норм». Надеюсь, это не сарказм, Тимофей. Какими ТВС-ушами сейчас пользуешься? Теми, что тестирую. На какую тему следующий стрим? Не знаю, Андрей, пока. Пока не знаю. Мне хотел Лемфе 11 на стриме распаковать и настроить, но сейчас как-то не очень хочу. Так же, как хотел R2 на стриме распаковать, настроить и протестить. Но мне кажется, что это уже адекватно делать, когда вы находитесь в состоянии фейсом к зрителю. Если вы лицо мое не видите, то вы не можете реально оценить, насколько я рад или не рад. Вот. Ну, не так это интересно смотреть. Поэтому, как только, так сразу, в воскресенский стрим придумаем что-нибудь. С ремешками же нормальная тема. Тем очень много для того, чтобы делать обзоры, тем более стримы, поэтому вот так. Жалко, что Xiaomi так пока и не выпустила аналог самсунговских часов. Я думаю, что они не скоро их выпустят, потому что это не их ниша, они нашли свою нишу, продают очень много часиков, и поэтому они особо не беспокоятся. Вот. Midge 5T, ТВС, будешь обзор делать на них? Да, уже заказал, хотя Т3, как вы помните, я очень не советую. Так, вот всегда прав. Последнее и первое предупреждение. В следующий раз я вас заблокирую. Не приходите на канал, на котором вам хочется ругаться матом. Правильно? Тем более я абсолютно честно в надписи на стриме написал 10 лучших ремешков для Amazfit GTS и Amazfit BIP. А жалко, что Xiaomi так. Парикмахерская Мортиса, привет. Фильмы, мультики. Купи Apple Watch 3 и сравни их с GTS и GTR. Фильмы, мультики. Я куплю Apple Watch 5 и сравню их с GTS и с GTR. Антоний Котик. Можно ли щелкать крышкой на Air, как в AirPods 2? У подсов звук магнита приятный, как зажигалки Zippo. А мы сейчас с вами великолепным образом это услышим, я думаю. Вот, пожалуйста. Обычно... Ну, неплохой, если честно. Пробовал наушники от фирмы Away. Демик. У меня был один обзор, по-моему, на эти наушники, может быть, два. А вот еще одни уши, которые у меня были, их дорогие, я на них обзор делать не стал, потому что уши просто полный хлам, и я не хотел тратить свое время на это. То есть, когда вы видите, что я какие-то обзоры делаю хейтерские частично, то есть я говорю, что девайс не очень, но рекомендую, допустим, или не очень, но найдет своего пользователя. Это значит, мне девайс понравился. Есть море девайсов, на которые я обзоры вообще принципиально не делаю, потому что считаю их полным хламом. И вот, допустим, одни из таких АВФские уши, может быть, мне не повезло, они попались реально бракованные. Микрофон у меня Blue Yes Snowball. Какие часы больше нравятся? Нравятся мне больше всего на данный момент GTS-ки. Ну, мне, наверное, по форме, то, что у меня рука не широкая, раз, а два. Конечно же, я фанатею от стратосов. И когда придут мои третьи стратосы, вторые, потому что я считаю, что стратосы все равно, вот они одни были, а потом появились стратосы номер 2, которые сейчас мне никак не купить. Вот эти стратосы, с которыми я ходил очень долго. И меня они прям прут. И без всякого там ремешка, и не 2S, и поцарапан весь
экран, но они меня очень сильно радовали. Я надеюсь, что следующая их модель будет радовать меня не меньше. Blitzwolf FIA 6 заказал, ты меня игноришь, Ван Гог. Я никогда тебя не игнорю, я их заказал. Air 2 TVS нормально? Да. Какой у тебя смартфон? P20 Pro. Пользованы от какие в ближайшее время будут обзоры на наушники? Скорее всего на Wiser TP и скорее всего вот на эти Q65, по-моему, или GK. В общем, вот эти вот уши очень-очень круто играют с Huawei. Очень плохо с Redmi Note 7 и Redmi Note 8 Pro. Xiaomi-шными девайсами они играют ужасно. И, кстати, отлично еще играют с яблочными телефонами. Вот специально, наверное, буду потихонечку покупать и расширять штат телефонов для того, чтобы тестировать наушники. Потому что Вайзерам, допустим, плевать, они средненько везде играют. А эти ушки играют просто волшебно на тех телефонах, что я перечислил, и просто ужасно на Xiaomi-шных телефонах всех. Тимофей, спасибо, что вы так считаете. Не забываем прожать лайк, кто у нас новенький. Когда Stratos 3 придет, будет ли стрим по распаковке? А я не знаю. Вот дело в том, что стримы по распаковке, они лишают меня в перспективе просмотров на собственный обзор. Но, скорее всего, я считаю, что я, наверное, сделаю стрим с распаковкой. Я думаю, что вам будет интересно, а это самое важное, чтобы подписчики получали то, чего хотят. Вы же подписчики, и значит вы получите свой стрим-обзор. Это девайс интересный. Что думаешь про MIUI 11? Ничего, Ван Гог, мне прошивка ни на Redmi Note 8 Pro, ни на Redmi Note 7 не прилетела. Расскажи про наушники i9 TVS. Нечего рассказывать, Кубик, вообще не люблю рассказывать про это дело. Делаю обзоры по двум причинам. Первое, потому что на подделке AirPods, потому что мне пишут просто суммарно очень большое количество просьб сделать это. А второе, это то, что, конечно же, они дают подписчиков. То есть подростки-школьники, у которых у меня меньше 3% из подписчиков на канале, их хоть откуда-то надо брать, вот с этих обзоров и получаю я их. Кстати, мне идут от AirPods фейк, интересные достаточно матовые AirPods, по-моему, 4 расцветки я заказал, я посмотрю, может быть 3, вот. Вот про них мне будет интересно рассказывать i500, потому что матовые это уже круто. Ребята, дожмем до 5 кусков из лукасов. Нет, да, хотя бы до 300 бы. Дай Джинжат, всегда прав. Я считаю, что это плохой юмор, и за это дело я тоже могу вас заблочить. Будет топ-5 смарт-часов до 30-40 долларов. Миша Авдеев, а вы же понимаете, что это хлам? То есть топ-5 хлама. Ну, сделаю, наверное. Но для чего? То есть мои подписчики будут понимать, что это просто для хайпа. Это абсолютно не информативный обзор. Вот. Не знаю, может быть, но я не считаю, что это правильно. То есть это из разряда рекламировать ставки тоже, наверное, так. Может, я поменяю мнение, но не думаю, что поменяю. Покупать Halo GT1 или конкуренты есть за 20 баксов? Нет, учитывая, да, что Halo есть часы, Blitzwolf, Lenovo, наверное, сделаю. В принципе, хорошая идея. 40 баксов, 2400, да. Окей. Вот какой-то злой всех блочит. Демчик, нет. Дело в том, что просто я понимаю, что 100 человек на стриме, из этих 100 человек мои подписчики мне очень важны, и они привыкли к тому, чтобы читать адекватные комментарии, которым им будут интересны. А вот это вот штуковина из разряда «давайте все приведем к межличностным отношениям на канале, посвященном технике», мне кажется, это днище. Опять же, все разборки в личку, а вот это все так. Так, всем пока, штанга ждет. Владимир, завидую вам, в воскресенье качаться это сильно. Дальше. Александр. При расширении списка телефонов купи Samsung, у меня Samsung S9. Я подумаю. Денис, какой аналог Apple Watch есть еще кроме GT S? Для меня никакого. Разыграй Stratos 2. Нет. Они мне нужны. Парикмахерская Мортиса. Владимир, так, счастливо еще раз. S-Fire. А чем отличается Xiaomi Amazfit Stratos и Xiaomi Amazfit Verge от каких-нибудь смарт-часов компании Samsung? Я не о ценах, просто что-то сказал в чате, что у Xiaomi нет аналогов в смарт-часах. Samsung лагает, в моем понимании, они просто дико огромные. Я говорю, я сейчас в ближайшее время начну заниматься данным брендом, вам понравится. Кстати, на Redmi R не успел. Ван Гог, сейчас ты опять будешь писать, что я подлец, но, в общем, лучше репостни сообщение. Сколько у тебя всего часов? Не знаю, всегда прав. Много. 20, 30, 40. Счастливо, Сет. Пока, всем спасибо за стрим. Вам спасибо, что потусили с нами. Ты лучший, жду видос. Окей, спасибо большое, Санек. Ван Дазен. Привет, подскажи, какие смарт-часы Amazfit купить не для спортцелей, а для повседневного ношения, чтобы маленькие были и прямоугольненькие. Если хватит денег, GTS купите, и не хватит бипа. Но я бы не стал бипа покупать для повседневного ношения.
Слишком они простенькие. Купите GTS, мне кажется, в сезон там за подписку какую-то там 900 рублей, плюс еще чертову тучу всяких можно с карточки кэшбэков. Короче, мне реально кажется, что за 8000 можно купить эти часики суммарно GTS-ки. А если на 11 ноября, может еще дешевле выйдет. Так, ну Mi Band в формате смарт-часов имеют место быть. Почему нет? Не всем нравятся резинки на руке носить. Хочется именно часы по цене Mi Band. Ясно. Ты лучше только что подключился. Как говорят, есть приложение, что там 1000 циферблатов GTS. Это правда? Извините, если это вопрос уже был. Нет, не было, Ярослав. По-моему, 1000 нигде нет. Денис, на бипы есть, наверное, 1000, даже больше. Денис, но у них тоже есть проблема у магнитных. Мелкие предметы типа саморезов притягивает на раз. Если работаете с железом или сваркой, не берите, на работе постоянно притягивает конец браслета сараза. Я вам больше скажу, я на работу, как вы видите, я в браке 9 лет, напоминаю, что сегодня у меня годовщина. Я кольцо даже не ношу и нет даже отметины, потому что на работе работаю с техникой и может меня вжарить. Дальше. Стоит ли покупать BIP в 2019? Руслан, это вам решать, смотря какие у вас финансы, цели и задачи. А какой тебе нравится больше вид, круглый или квадратный? Стратосы мне больше нравятся, они круглые, значит круглые. На Redmi AirDots коробку поменяли или это фейк, надпись другой на алике? Я не знаю, Ван Гог, я вообще не заморачиваюсь. Я вам показал, какой фейк мне пришел, AS65. Это мой тупизм, скажем так, в первую очередь. А то, какая у меня коробка, я их покупал, опять же, в числе первых, поэтому я не знаю, что сейчас выпускают, так же, как с Mi Band 3 и 4. Что Mi Band 3 и 4 сейчас продаются в разных коробках. За 8000 лучше Лемфа 8, да, парикмахерская Мортиса. Как только я кому-то это посоветую, потом от меня отпишется 1002 человека, которые с дури их купят. Нет, Лемфа не покупайте, мои родные, любимые и нужные такие мне подписчики. Надеюсь, я вам тоже нужен, поэтому Лемфа не покупайте. Так, Владимир Кор, есть какие-нибудь часы с поддержкой бесконтактной оплаты в России, кроме Samsung и Huawei? Apple Watch. Паша Вирер, GTS стоит, чтобы покупать? Уже заказал, вот думаю. А почему нет, если они вам нравятся? Тебе GTR не понравились? Нет, мне GTS и GTR понравились. Вы же спрашиваете, что мне больше нравится. У меня есть обзоры, я там честно говорю, что они мне нравятся. Еще говорят, что от Xiaomi скоро часы выйдут за 15. Нет, Ван Гог, это они по 15 баксов собирают на эти хейловские часы. Не факт, что они выйдут за 15 долларов. Может, они будут их продавать по 50. Алексей, поздравляю, спасибо. Аркадий, Пользенет, где берешь скидки на товары? Когда смотрю обзоры, всегда удивляюсь, за сколько ты берешь все товары. Аркадий, есть такая магия. Я рассказывал про то, как покупать дешевле на Алиэкспрессе. Вы закидываете в корзину то, что вас интересует, и агрегатор на Алиэкспрессе в программке вам начинает показывать данные товары дешевле и дешевле. И когда магазин маленький, но вы на этом часто нагреваетесь, сразу такая звездочка. Так вот, когда магазин маленький, он старается раскрутить себя и продавать подешевле. Так вот, пока он продает подешевле, вы покупаете этот товар, плюс еще используете какие-нибудь там, не знаю, купоны Алиэкспресса, ждете распродажи. В общем, все это складывается, плюс вы еще используете кэшбэк по карте и кэшбэк такой. И в итоге что вы получаете? Правильно, вы получаете товар значительно дешевле. Но ввиду того, что я мониторю стабильно, у меня в корзине 100 товаров, логично, что один из них мне стабильно каждый день получается дешево. Парикмахерская, я тебя заблокирую, если вы будете спамить. У меня очень много комментариев, люди обижаются. Вот. Какое приложение для GTS в циферблатов? А я вам не отвечу даже. Честно. Я не помню. Посмотрите обзор. Я, по-моему, даже не тестировал никакие приложения. Я все время использовал только саму программку. Было бы интересно, как ты собираешь себе часы сам из подручных материалов с помощью Алика. Смешно. Мне бы не было интересно тратить на это время. Хотя идея круть, но мне кажется, что это нереально. Привет, запили обзор на Weiser S8, народ хвалил. Даже не знаю, что это такое. А по поводу Weiser'ов, Дима, я вам могу скриншот сделать ВКонтакте, сколько людей мне написало, что это хламантин. То есть там тоже реально попасться на... Притом я много моделей имею в виду. Там реально попасться на брак. А так как магазин один, вот сами и думайте. Было бы интересно увидеть, как дальше, что лучше по звуку, TSA-X или Mi Air 2, и сильно ли? По мне, Mi Air 2 значительно лучше по звуку. С теми телефонами, опять же, не с Redmi Note 7.
Подскажите, Apple AirPods на Android стоит брать? Apple AirPods на Android? А почему нет, Сергей, если они вам нравятся? Какие наушники беспроводные затычки с хорошим микрофоном посоветуете? Топ-10 на канале до $20 и до 50. Посмотрите. У меня бюджет до 7-8 тысяч. Стоит ли Биба брать или все-таки GTS? Ну, Вана Дайзен, вам носить эти часы. Вы смотрите сами. Я бы взял GTS, если у вас прям есть именно эти 8 тысяч. Если у вас нет 8 тысяч и 3 тысячи, 4, то покупайте GTS. Ой, бипы, если они вам нравятся. И они вам нужны, и вам нужен GPS. Опять же, вы должны реально понимать, нужны ли вам часы, самое главное. Привет, Виктория. Я думаю, что... Добрый вечер. Каким блоком питания... мощностью заряжаете беспроводные наушники? Всем привет. Обычно я заряжаю умной зарядкой, либо тупо от ноутбука. Вот. Так как в некоторых наушниках, допустим, в вот этих Silable есть, точнее в Саботах есть ограничение не больше 5 вольт 1 ампера, лучше заряжать чем-то умным, какой-нибудь умной зарядкой. Дио лох, всегда прав. Вот +1 сегодня заблокированный пользователь. Та-да! Всегда на стриме пару-тройку человек я блокирую. Как-то так получается. В годовщину грандиозного события делаем стрим. Это дорого стоит Лукаса как минимум. Алекс, спасибо. Моя супруга понимает самое главное. Бипы в конце 2019 года покупать это уже больше бред все же. Да нет, Миша, они актуальны, думаю, будут, пока не появятся Бипы 2 с аналогичными показателями по автономности и экрану. Правила соблюдайте. Миха, все нормально, он теперь не будет появляться на этом канале, поэтому я их и блокирую. У меня там, наверное, человек 800 уже заблокировано. Санек, привет. Давайте, наверное, заказ. Сделай обзор на беспроводные зарядки. Алексей, хорошо, у меня 2, кстати, лежат, одна из них Нилкин, я ее тестирую. Дмитрий, здорово. Вот. К чему я хотел все это сказать? К тому, что стрим я, как всегда, сохраняю, кому будет интересно послушать, потому что смотреть это дело сомнительное удовольствие, может кому-то интересно смотреть, особенно каким образом выглядят ремешки. Хотел бы я сказать всем спасибо за то, что вы пришли. Разыграли мы сегодня Air 2, поздравляю еще раз победителя. Mi Band 4 еще раз разыграли. Напоминаю, что GTS-ки у нас еще в розыгрыше. И пишем в комментариях, что мне еще купить. В следующее воскресенье я уже буду в Петербурге, поэтому стрим будет такой, прям такой, мне кажется, ломаный. Если кто есть в Питере, пишите ВКонтакте, может пересечемся. Но напоминаю, что сегодня, кстати, 10 ровно лет, как я не пью. Еще 20 октября 2009 года я последний раз джазил. Последний все-таки это правильное слово, а вот крайне неправильное. Скоро 100 тысяч, надеюсь. Есть у меня парикмахерская Мортис плеер 1 на обзоре, скоро я его сделаю, обязательно. Кто выиграл, останется сохраненное. В комментариях укажу, какая минута, когда были, кто выиграл что. Новая банка Xiaomi с беспроводным зарядником умная? Нет. Я не пью 5 лет, мне далеко до тебя. Ну почему? Тебе всего 5 лет. Мне 35, я думаю, ты значительно моложе. Ничего, что на ты. По звуку, как близко к ЭКГ от галактики 10 компонентных. Ох ты ж, ничего себе. Давайте в личку. Здравствуйте, можете посоветовать ТВС наушники до 25 баксов, но вышло с того времени больше. Я все еще советую TISA i4 и Halo GT вместе с... Что еще советовал там? QCY T1 самые простые. Я не пью 5 лет, а мне 28. Молодец. У Redmi Note 7 Bluetooth в наушниках топ. Не верьте, что плохо. Это не так. Нет, Лонцик, я не говорю, что там Bluetooth плохой. Я говорю, что конкретно у меня плохо работают они. Может быть, прошивка криво встала. Может быть, я ударил его 300 тысяч раз. Вот не знаю. А вообще, какие MSFIT до 7-8 тысяч? GTS, GTR. У всех банки Xiaomi со временем долго заряжаются. Да, у них есть цикл, и рано или поздно любая банка у вас умрет, как и любой аккумулятор. Есть ли гарантия на AliExpress или всегда есть риск, как у вас с этим? Всегда есть риск, и дорогие товары, допустим, те же телефоны. Ну, не знаю, нет, я Redmi Note 7 покупал на Тмоле. Есть, но лучше про гарантию всегда спрашивать у продавца, и потом в течение этого гарантийного срока вы всегда можете написать на AliExpress и либо вернуть их, либо этот девайс, либо отдать в какую-то гарантию. В общем, проще говоря, все это реально. Главное заморочиться с самого начала и спросить у продавца, какая гарантия, и не удалять переписку. А мне 16, и я не пью 16 лет. И Ярослав, это очень грамотный подход. Я до 16 тоже не пил всю школу. Весь мой печальный школьный опыт был без алкоголя.
чему я очень рад. И без сигарет. Спасибо и поздравляю, с меня лайк. Спасибо. Кому не жалко, лайки проставляем. И, наверное, давайте все-таки заканчивать стрим. Спасибо, что были. Давайте попрощаюсь. Стандартно то, что кого это бесит, прощание. Уходим сразу. Кого не бесит, счастливо. Кирилл, счастливо. Лонцик счастливо. Подключал Лонцик я к R2 Xiaomi. Не работают они у меня с ними нормально. Сергей, спасибо. Парикмахерская, удачи. Еще раз все ремешки. Это штатный Xiaomi-шный. Это беленький, нештатный. Под яблоко. Это еще один беленький. Ой, синенький, по-моему, его даже не померили. Тканевый. Вот такой. Вот этот тканевый, который мне понравился, но мне кажется, он довольно быстро выйдет из строя. Но он вообще, по-моему, стоил $2. Это у нас ремешок, который я бы советовал носить только с GTS-ками, так же, как все вот это светло-белое. Мне кажется, что GTS-ки с цветным экраном могут более-менее разбавить. Это у нас миланская петля, которая выглядит обалденно, но мне такие штуки не нравятся. Но выглядит хорошо. И все, по большому счету, вроде бы все показал, это все полуштатное. Mi AR2, есть переключение музыки на Mi 11 Eugene. У меня нет Mi 11, но, по-моему, есть 99%. Lenovo и Blitzwolf сделаю, окей. Кодух, счастливо. Все, я как-то очень долго с вами прощаюсь. Не забываем прожать чего-нибудь. И, Кирилл, пожалуйста. Все, заканчиваем стрим. Еще раз спасибо всем за то,